Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях известнейший актер Артур Смольянинов. Он известен по очень многим фильмам, по театру «Современник». Он также хорошо знаком нам по своей благотворительной деятельности. Он является соучредителем фонда «Подари жизнь». Председатель, господи, нет, членом попечительского совета. Членом попечительского совета. Сейчас, вот совсем недавно состоялась премьера в театре «Современник», премьера спектакля «Джентльмен». Да? Вы там играете главную роль. Но, как я помню, что там очень многие предприниматели, журналисты очень негативно восприняли, да? Но в какой-то степени, как я понимаю, этот спектакль удар по гламуру, или это не совсем так? Это это так Галина Борисовна сформулировала, как некую задачу на сезон. Как, знаете, футбольным командам ставят задачу на сезон, там, выиграть золото, или занять третье место. У нас была задача ударить по гламуру, но я бы не говорил бы словом, не применял бы слово удар, и вообще, мне кажется, формулировка достаточно узкой. Это просто попытка показать некий срез нашего общества, который, может быть, даже общество городского, конечно, в большей степени, даже общество мегаполисов, вот, который имеет возможность влиять на процессы, которые происходят в стране, и культурные, и политические, и какие угодно другие. На то, как он мог бы, обратить внимание на то, как он мог бы на них влиять, и как много полезного люди, богатые и люди, влиятельные люди, успешные, скажем так, люди известные, сколько хорошего они могли бы делать, и как много они делают, и что вместо этого они делают, и к чему это все приводит. Мы с вами, вот, Артур, так вот посмотрим и возьмем фигуру, допустим, такого человека, как Ходорковский, который, в общем-то, имея очень тоже большое состояние в свое время, разрабатывал кучу интереснейших проектов и благотворительных, и всяких, и разных, которые влияли, по сути дела. И сегодня, когда он уже 7-й год, в общем-то, в принципе, сидит, да, человек никак не может действовать, его вот эти дела продолжают жить, существовать. Этот лицей работает сейчас в Подмосковье, и дети, как бы, которые лишены, родители лишены возможности, они, в общем-то, учатся, имеют все, что им необходимо. Вот как бы на одной стороне, на одной чаше весов, вот люди, которые пытаются всячески как бы, ну вот, деньгами, что ли, вот, себя самих утвердить в каких-то там наших, ну, духовных исканиях, сказать о том, что они властители дум. С другой стороны, вот Ходорковский. Вот как вы эту фигуру, вообще, как вы вот эту ситуацию оцениваете, как вы смотрите? Это же, в общем-то, в принципе, феномен, да? 7-й год человек как бы отсутствует, но его дела, которые были, ну, запрограммированы, что ли, они работают и сегодня. Для любого здравомыслящего человека сейчас уже очевидно, что процесс политический просто, видимо, Михаил Борисович не договорился с действующей властью по каким-то принципиальным вопросам. Государство решило применить вот такой способ воздействия, который в конечном итоге, мне кажется, конечно, направлен в конечном итоге не против Ходорковского, а против самого себя, потому что такими поступками государство дает нам всем понять, что оно не объективно, что оно несправедливо, и что все эти ценности, о которых оно говорит и которые оно провозглашает, на самом деле не имеют, в реальности не имеет ничего общего с реальностью. То, что я тут заглянул не так давно, решил почитать Конституцию Российской Федерации, и я читал, и с каждой секунды у меня глаза становились все круглее и круглее, потому что я понимал, что это прекрасная книга, это практически Библия. Если бы мы жили так, как написано в Конституции, у меня есть такое ощущение, что все происходит ровно наоборот, что все, что написано в Конституции, переворачивается, переиначивается и топчется ногами. Зачем тогда вообще она нужна? Прямое нарушение Конституции, которое, в общем, сходит с рук, потому что государство у нас совсем
не демократическое. И это вопрос ментальности. Здесь мне просто любопытно, вот такого градуса переживания, что еще сегодня может вызвать в известном актере достаточно Да, таком... причем здесь известного актера нет, просто в человеке. Ну, просто в человеке, да. Есть очень хорошие журналисты, которые делают хорошие фильмы документальные. Тут есть вот Катя Гордеева, которая тоже член попечительского совета фонда. Она делает потрясающие фильмы, которые очень ярко характеризуют нашу страну. И посмотрев пару ее фильмов, я вдруг как-то очень ясно осознал, что страна наша находится вообще в таком глубоком сумраке, и ее засасывает в такую Дремучую воронку вообще какую-то. Такой ночной дозор творится, какой-то просто, беспросветный просто. Какой-то несусветный, понимаете, когда, например, там у мамы убивают сына, который служит в военной части, и сажают в тюрьму совершенно невиновных людей. Причем все знают, что это невиновные люди. Это происходит в глубоком селе. А мама ходит потом по судам и просит их освободить. А ей говорят: слушай, что ты приперся? Иди отсюда. А ментам надо было просто закрыть отчет. К концу года им надо было быстрее делать. Им что-то они отказываться не могли, потому что убийство надо было быстрее подвести, подбить, чтобы премию получить, как-то жить дальше. Мне кажется просто, что большого количества этих генералов, вся их жизнь свелась к каким-то достаточно простым задачам. Где найти, где заработать, где купить, где продать, где построить, где поесть и сколько, как поехать отдыхать, как, в общем, нажиться.